Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Интереснейшая серия с нашим краном. Мы сегодня отправимся его забирать, на кразе поедем. И потом нам нужно еще отвезти обратно зилокраны. Кстати, я немного прошелся по истории крана. У нас редкая первая серия с ручным телескопом. И это делалось потому, что была острая очень нехватка гидроцилиндров. Кран наш КС-3571 пришел на смену крану КС-3562 со стрелой-решеткой, который был очень массовым во времена СССР и трудится до сих пор. Именно такой кран мы встретили, когда перегоняли нашу Вольву, может, вы помните. Еще хотелось бы рассказать, что существует специальная таблица расшифровки цифр, которые идут после букв КС. Первая цифра у нас означает группу грузоподъемности. В нашем случае с МАЗом это цифра 3, это 10 тонн. Вторая цифра это шасси. У нас пятерка, это означает автомобиль. Третья цифра это исполнение стрелы. Цифра 7 это жесткая, как у нас на МАЗе. А цифра 6 это тросовая, как на Зиле. Стрела. Четвертая цифра это порядковый номер. Такой вот небольшой экскурс в историю. Теперь вы, как и я, будете уже чуть-чуть подкованнее и серьезнее разбираться в маркировках кранов. Ну и огромное, друзья, вам спасибо за поддержку на Бусти. Спасибо, что переходите по ссылкам. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите в описание и поддерживайте. Благодаря вам мы можем осуществлять эти все проекты. Как обычно, присаживайтесь поудобнее. Я думаю, будет очень интересно. Заваривайте чаек, пельмени, печенюшки, все как вы любите. Ну а мы начинаем. Сейчас собираемся, берем минимальные необходимые нам вещи, то есть пару тросов. Что там еще? Не знаю. Но у нас еще Ханамаг на пути. У нас еще на пути все, в принципе. Ханамага сейчас запустим, отгоним и будем выезжать. Грет по шкале Тумбер, но крас запускается даже после полгода простоя, просто на ключ. Все, Кразевич готов, мы можем выезжать. Сейчас погрузчика загоним на место.
Они что-то все поперекошенные, блин. Какие-то страхи. Ну что ж, здесь, пока мы ездили за кразом, Юра снял одно колесо, накачал второе внутреннее. И сейчас поставили вот это колесо обратно. Ну что? И оттуда убирай руки, потому что соскочит, будешь этот, бесправный. Не надо там вверх искать. А побольше там трубы не было у них. Сто процентов. Они говорят, в дороге поменяем. Короче, еще одно задание — это выкрутить энергоочи, потому что здесь стоят энергоаккумуляторы. По идее, их не должно здесь быть, но они здесь есть. А я мелокой не подлезу. Что это у вас? О. Я же тебя просил тот не трогать. Все. Крутится, да? Да, вот это дело сделано. Отлично. У нас, к сожалению, короткий день, и поэтому все сделать, успеть. Но зато длинная ночь. Надеюсь, она будет тоже короткой. Так, ну все, крутится, да? Да. Все. Снимаю с донкрата. Юр. Да. Пытаюсь, да? Надо мне какое-то тут что-то, чтобы снять с донкрата. Плоскогубцы вылетел. Ой, это хорошие энергоочи, раз они так выкручиваются. Да, не новые. Плоскогубцы. У нас они у меня не такие. У меня там вставляешь эту болт, цепляешь за тарелку и тащишь. Рожковым ключом. Блин, еще эта система клиновая тоже. Это... Я не знаю, как мы с ней будем справляться. Ай, Даня, на 19 надо. Прости, пожалуйста. А где трос? Все в красе. Так он же должен висеть на мазе. Да. Дань, Оу, сгоняй за этим. что, с тропами? Да, за стропой. Мы сейчас вытянем маза. Попробуем, попытаемся. И тогда будет понятно нам. Давай пробовать вытягивать сейчас его, Ну, на наверное. колесо надо держать. Оно идут на крутки уже. Ну да, еще ломом покрутить, оно вообще пойдет все. Да нормально все будет. Ну, потихоньку поедем, будем смотреть. Будет болтаться, будем прижимать. Головки. У тебя нету? Заносил. Да, на набор неси туда. Защелкни его. Так, правое колесо у нас, видимо, на ручнике.
Надо сейчас выкручу больше энерго. Все. Буксуя, да? Да. Даник, домкрат, доску и монтировку. Стоит, да? Когда я нажму на тормоза, ёпта. Все, уже маленькая победа. Вытащили. Передачу не включишь. Там сцепление так ведет, что пиздец. Так, вот такие спеши, смысл того, что ты свалишься. Кому от этого будет легче? Нет. Ну за что он будет держать? Вот так вот бери его за эту хуйню. Вот за это. Вот здесь. Не, вот тут закрутку. Ага. Сейчас подожди, надо. Ты тогда застри. Давай. Ну а как я туда залезу? Я не знаю. Стой, он так не вывернется, блин. Так перекиньте эту сюда, петлю. Наверное, вывернется. Надо все-таки тут, да? Убирай руку. Убирай. Давай лучше. Вот. Фигня. А? Понимаешь? Поджало. Ну его не подожмет, он будет хотя бы летать не будет туда-сюда. Ну, хорош.
цепляемся на жесткую сцепку. Все-таки это будет надежнее. Блин. Палец хороший. Палец влезет. Ну-ка, ну-ка. Ха, ракета. Палец отдать ему, это Сакаша. Слышишь? Сакаша. Я сказал палец вернуть. Надо Палец и вниз. ключ вернуть. Заливаем. Так, подъезжаю. Дань, стань здесь, будешь маневрировать. Нет, хорошо, а я буду ловить. Ну-ка, подними чуть-чуть, Дань. О, ну-ка давай. Так, маленькая остановка у нас. Надо глянуть, как что. Проехали мы, ну, сколько здесь? 5 километров, может, чуть больше. Ну, так-то нормально, смотри, колеса. Вот эти колеса вообще огонь, а правая сторона страшно. Да? Ну, ладно, правая сторона, она сама по себе не такая опасная. Так что... Ладно, поехали дальше. Сейчас проверим кое-что и поедем дальше.
темнеет, как вы уже заметили, да? Камера слепнет, как обычно, но мы остановились, нам буквально 10 километров осталось, но 10 ответственных километров. Сейчас еще раз перепроверяемся, чтобы у нас все хорошо. Но оффроуд мы уже проехали, то есть там так маслало этот кран. Вот, так что маленький марш-бросочек, и я думаю, мы будем на базе. И что-то мы правее сместились сильно. Почему-то он сместился сильно правее. Но видишь, зазор есть такой порядочный. Поэтому он ерзает взад-вперед. Наверное, мы тут немножко подмяли, да? Ну, неважно, кувалда все подправит. Все, погнали, все нормально. Стой! 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 Нахера вы тут стоите? Мы ж кричали вроде. А ты же утранил. Пошли, я тебя посажу в кран. Ты же утранил. Серьезно? Ну, чуть-чуть. Нельзя стрелять. Давай, Зато МАЗ ровно стоит. Дима, ты снимаешь? Ну да. Не знаю что. Сегодня мы занимаемся нашим новым мазокраном. Как мы его будем называть, обязательно пишите в комментариях, но почему-то напрашивается название мазокран. Кран у нас КС-3571, черточка 1. Вот эта черточка, кстати, означает, что у нас механический телескоп. Сегодня мы поближе познакомимся с мазом. Надеюсь, мы его успеем до морозов еще и отмыть от многолетней вот этой вот всего налета. Как это называется? Мох, да. И самая главная наша задача — это сегодня вернуть зилокран предыдущему хозяину. Если вы не поняли, в чем суть, то хочу сразу же вам сказать, что мы обменялись. То есть я отдаю зилокран, а забираю мазокран. Гораздо мощнее, интереснее, новее. И я думаю, для вас это интересно, как и для меня, познакомиться с гидравлической частью этого крана, как это что работает. Потому что основная масса блогеров оживили, хайпанули, и кран исчез. Как он что работает, никто ничего не знает. Но это не про канал Custom Truck. У нас вы полностью знакомитесь с техникой, поэтому еще раз просто приказываю подписаться на канал и поставить лайк. Шутка. Если вам нравятся наши видео, ставите лайки. Не нравится, значит ставите дизлайки. Погнали. Запускаем нашего монстра. Это всегда очень прикольно. А самое главное, да простит нас Грета Тунберг. Запускаем. Друзья, надо чуть-чуть попрощаться с нашим зилокраном, но вещи нужно уметь отпускать и двигаться дальше. Посмотрите, какой красавец у нас стоит мазурик, а?
Все, друзья, мы зацепились и, в принципе, готовы выезжать. Зилокранчик вот так вот зашел. Ну, вроде не должен бы цепляться, если только на больших-больших поворотах. Ну все, тянемся. Потихоньку сейчас доедем. Как это называется? Впереди у нас тошнот на маниту. Просто едем 20, блин. Ни в сторону не съедет никак. Друзья, как вы относитесь к таким чувакам? Пишите. Фух, прямо поехал. Отлично. Друзья, мы резко превратились в тошнота для мана сзади едущего. Так что никогда не обижайтесь ни на кого на дороге. Нужно спокойно относиться к вещам. Ман пошел справа, он оказывается обочечник. Я шучу, он просто на элеватор. Да, нельзя ругаться никогда на дороге. Нужно спокойно ко всему относиться. Колеса на красе квадратные, а почему-то, как обычно. Только выезжаешь, это жуть, постоянно веселуха. Проехали мы первые, тут 5, может 10 километров, наверное 10. Решил обойти, все проверить. Колеса глянул, все нормально. Немножко подзакидало, правда, грязью, но все хорошо. Едем дальше. Лучше перепровериться, чтобы не накосячить, да. В этой всей тяжелой технике это очень важно. Едем дальше. Друзья, это очень символично, вы не поверите, но ровно год назад мы тащили зилокран по этой же дороге. Вот здесь я подбирал мужичка. Мы тащили зилокран обратно к нам на базу. Ровно год. Вы это видео смотрите чуть позже, но по датам я вижу, что это ровно год. Так что вот так. Движемся дальше. У нас новый проект. Не менее интересный, не менее. Дорожка стрёмненькая, но КамАЗ ведет себя как обычно на высоте. Он создан для того, чтобы тягать. Это факт. Сейчас впереди у нас еще одна там лужица. Надеюсь, все пройдет хорошо. Зилокран мы оставили, за рулем наш зритель и подписчик Юрий. Возвращаемся на базу, все хорошо. И впереди у нас предстоит большой ремонт мазокрана. В известной сказке любишь кататься, люби и саночки возить. Вот и мы вымываем кразика нашего, потому что впереди морозы, и пусть он уже в морозы стоит чистый и аккуратный. Сейчас его обдадим и снимем небольшой обзор МАЗа, что нам досталось, полазим по нему, как обычно. Так что не переключайтесь, впереди самое все интересное.
Все, Кразевича мы отмыли, а сейчас расскажу вам про нашего МАЗа. Что же нам досталось? Давайте вместе с вами глянем. Передняя решетка у нас есть, она лежит в спальнике. Здесь из нюансов я сразу вижу, что у нас отключена печка. Вот, на нее идут патрубки. Но это не самое страшное, я думаю. Вот, так что сейчас будем дальше изучать всю эту конструкцию, как здесь все работает. Внешне он с большего все в него в порядке. Крышка для аккумуляторов есть. Стекла нету раз, и стекла нету два. Но, возможно, для этих кранов стекло меньшая проблема найти. Вот, дальше. У нас есть подставки, все 4 подставки. Вот, по комплектности вроде бы вся гидравлика у него на месте. Резина хламоватая, такая, ну так себе, выгрызенная. Но вот колеса накачали, вроде пока не спускают. Противовес у нас имеется тоже. У нас он на энергоаккумуляторах, почему-то, не знаю. Именно привод ручника снят. Вот, дальше. Опоры здесь не разбитые. Люфтов нету. И как вы можете еще заметить, у нас специфика крана, что аутриггеры у него этот вперед и тот вперед. Видите, складываются. Такая у него конструкция какая-то. Вот. Ну, здесь всякие системы, для чего они, я не знаю. Вот какая-то гидравлическая система, непонятно. Звонок какой-то может быть. Не знаю. Есть деревяшки. Также стоит запаска. И вот здесь у нас был нюанс, когда забирали. Плыл насос. Но сейчас вот я подставил, и он день стоит. Ничего нету, не капает. Я там все отмыл, очистил. Вот, насос сухой. Странно как-то. Странно. Ну, включим, как говорится, дорога покажет. Вот, гидравлический бак. Масло в нем стало, наполнилось воздухом, я так понимаю. Стало некрасивого цвета. Вот. Хотя, вот, уже лучше, уже лучше. Воздух немножко вышел с него, но нужно обязательно докупить маслица и залить. Литров 40 хотя бы надо еще долить. Так, дальше. Кабина, да, самое интересное место. По состоянию кабины она более-менее, вот во всяком случае пассажирская сторона, и сама по себе она не помята, ничего. Вот, у нас не хватает вот сюда панели, бардачок, я так понимаю, здесь должен быть. Вот, ну и здесь какой-то орнамент вот кто-то сделал. Здесь у нас спальное место. Возьми вот это тоже, барахло все выкинуть надо отсюда потихоньку. Юра нам помогает сегодня. Приехал на 2 дня, не удержался. Кстати, здесь есть лючок, чтобы заливать воду или антифриз. Бывалое здесь сделали. Проблема в чем в кране? Чтобы поднять кабину, нужно повернуть стрелу. Даже тупо воду залить, тебе нужно поднимать кабину. А здесь вот бывалые уже этот вопрос решили таким вот способом. Ну, естественно, это оставим мы. Вот, для чего вот это, непонятно. Разберемся. Ну и доустановлен у нас ручник. Видите, тоже такой пневматический. Запасное стекло. Там какой-то бардачок. Интересно, для чего он. Ну, здесь есть, а с этой стороны нету, что ли, бардачка. Так, Ир, возьми-ка еще вот это вот. Будет небольшая просьба к вам, нашим зрителям. Если у вас вдруг есть литература по именно такому крану, дробь 1 у нас с механической стрелой, то, ну, поделитесь. Вот, буду рад. Потому что я так посмотрел, в магазинах нету такого. Ну, как-то тут что-то добавлено, какие-то полочки. Но это явно же не завод, правильно? Типа здесь место было еще дополнительное, может. Да, скорее всего. Кто-то здесь ездил. Ну, приборную панель здесь нужно, конечно, доделывать. Замок установить. Выключатель массы, вижу, есть. Вот какая-то тоже штука, возможно, печка. Ну, будем разбираться потихоньку. Потихоньку разберемся. Ничего тут нету такого критичного. У нас, видимо, стоит эта заводская печка. Разломана педаль газа. Тоже. Ну и кулиса. Я не знаю тут как
включать эти передачи какие-либо. Не знаю. Я бы этот рычаг вообще сюда чуть-чуть, надо вот так, чтобы он стоял. Потому что постоянно будешь биться сюда. Выключатели здесь заглушены. Нету выключателей. Но в целом он такой МАЗ неплохой. Ну, неплохой. Козырьков нету. Но в целом он такой весь ровный, относительно не страшный. Ручка работает? Да, ручка работает. Ну, это все тоже уберем. Сейчас Юра нам поможет все это сделать. Да, Юр? Угу. Давай я выкидываю, а ты там лови, короче. Вот это важная деталь. У нас на переднем колесе не хватает этого клина. Так, ну с большего я тут что-то уже повыкидывал. Надо взять, тут немножко вымести щеткой. Ладно, выбрасывать ничего не будем пока что. Явно тут... Ну, видимо, я так понимаю, стояла печь какая-то дополнительная вместо вот этой оригинальной. Потому что оригинальная, конечно, тут явно ничего не дует как надо. Вот. Даже ключ какой-то у нас тут есть. Так, ладно, сейчас возьмем щеточку, это все барахло выкинем отсюда. И пойдем посмотрим, что у нас в кабине самого крана. Двигатель у нас ЯМЗ 236, шестерочка, надежнейший аппарат. Да, он не в суперском состоянии, он так коптит, поддымливает. Но, может быть, посмотрим, поменяем ему форсунки. Тем более у нас есть они. Здесь мы во время того, как ехали, все завязывали, чтобы было безопасно. Интересно, это пиво? Нет, к сожалению, нет. Хочу сказать, что, во-первых, начинается снег какой-то. Здесь у нас есть индикатор, видите, нагрузки. Надо как-то разобраться, как он здесь определяется. Так, 2,7, 0,9, 14 метров, 13, 12. Может быть, по мере подъема стрелы поднимается вот этот указатель? Я не знаю, но он как-то должен же... А, он типа поднимается, да, стрела, и видно... Стрелы, может быть, видно, типа вот 2 тонны, да? На 8 метрах 2,7, что-то 2,7 тонны. Длина вон стрелы, наверное, вылет стрелы. Ну вот 8 метров, видишь, длина стрелы. Длина стрелы, а тут, наверное, уже груз максимальный. И вот это, видишь, какая-то штука, пи. Что это такое? Ну, у нас 3 рычага, коль у нас телескопа нету, но они все работают, все четко. И даже работает газ. Вот это все не работает. Хотя должно показывать давление масла и температуру двигателя. Ну, фары, видите? Там фара, тут фара. Ну, сейчас что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно помыть здесь керхером, все отмыть, отбить по максимуму грязючку какую-то, кабину эту тоже, потому что выглядит ужасно. Все в мху, страшно. Так что не теряем времени. Но у нас обзор то, что нам досталось. И я думаю, кран неплохой. Я думаю, мы справимся, осилим его. Вот, разберемся с мотором, разберемся со сцеплением. Вот, и все будет хорошо. Но вот еще передачи мы не включали. Тоже вон вижу, что нам нужно переделать обратку. Заборник наверняка он там тоже где-то будет подсасывать. Вот, воздух. Поэтому это все нужно будет обязательно переделать. Но это все по мере восстановления этого крана. Естественно, в комментариях пожелайте нам удачи с этим, потому что это очередное нелегкое задание, которое мне предстоит сделать. Гидравлическая часть. Значит, у нас здесь какой-то распределитель очень мощнючий. Вот. Но я вообще не разбираюсь, что здесь и как. Где-то должна быть лебедка. Вот он, поворотная часть. Там шестерня где-то будет. Гидронасос на основную лебедку. Вот он. Здесь тоже. Этот, как оно называется? Как это называется? Мерзавчик? Или паршивчик? Не знаю. Что-то, ну, маленькая, когда водка. Так, еще у нас тут лом. Вот это мне не нравится, когда лом лежит. Лом обычно в таких местах лежит не просто так. Вот, обычно лом лежит для того, чтобы что-то делать ломом.
Вот, ну все, в принципе, лебедка здесь. Тормоз вижу исправен. Вот эта часть важная. Нравится заниматься краном. Очень нравится. Немножко подмели здесь внутри. Водительская сторона, конечно, печальненькая. Нужно подварить. Но основные лонжероны целые. Чисто вот эта вот жестянка. Думаю, для нас это не проблема. Самая большая проблема для нас будет разобраться со сцеплением, чтобы оно работало. Ну и с кулисой тоже возникнут, возможно, вопросы. Можешь даже перекинуть. Друзья, товарищи, в этой серии были сделаны самые ответственные дела. Это мы отвезли наш зилокран, забрали наш новый проект. Это очень классно. Все получилось, все прошло хорошо, можно так сказать. И мы уже чуть-чуть познакомились с нашим МАЗиком. И в следующих сериях мы продолжим возиться с интереснейшим проектом. Но я думаю, что он вам тоже заходит точно так же, как и мне. Интересно разобраться в этом во всем. И мы это сделаем. Вот, так что обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо огромное еще раз за поддержку. Ну и, конечно же, только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого наилучшего. Всем пока.